Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать вот такой красивый 3D мотив крючком. Буду рассказывать поэтапно, как я вяжу каждый ряд и как и в конце видео, как красиво закрыть последний ряд, чтобы все края нашего мотива были ровными и одинаковыми для дальнейшего удобного соединения мотивов. Мотив получается вот таким вот 3D, то есть немножко выпуклый над поверхностью. Сочетать, использовать можно любимые ваши цвета и в дальнейшем просто соединять в красивый плед, наволочку на подушку, либо делать одежду, кардиган, например. Вязать будем из шнурочка Карамель Бэби 2 миллиметра, используя вот такие цвета. Вот это у меня остатки, да, и возьмем розочки, будем делать вот этим цветом. Называется спелый мандарин. В одном мотке 200 метров. Итак, и вязать буду крючком номер 3. Приступаем. Изначально делаем колечко. Вытягиваем петельку и набираем первый столбик с накидом. Провязали одну петлю, сюда в кольцо провязываем еще одну петельку и 2 воздушные петли. Я так провязываю первый столбик с накидом в кольце. Итак, нам всего надо, чтобы у нас было 16 столбиков с одним накидом. Первый у нас уже есть. Далее в кольцо провязываем еще 15. Итак, провязали 16 столбиков с одним накидом. Затягиваем наше кольцо. И закрываем наш первый ряд. Раз, два, три. Находим третью петельку и соединительной петлей. Провязали еще воздушную петлю и обрезали наш шнур. Все, хвостик спрятали. Таким образом, чтобы когда вы просчитали вот эти вот петельки, их должно у вас получиться 16. Итак, далее мы берем зеленый цвет. Сделали вот так вот первую петельку. И сразу делаем накид на крючок. Вот у нас первая петелька. И вот так вот сверху делаем накид. В принципе, в нашем этом кружочке в любое место вставляем крючок и провязываем первый столбик с накидом. Итак, провязали, делаем 2 воздушные петли, снова столбик с накидом и провязываем сюда же. Далее 1, 2, 3 воздушные петли, накид, одну петельку пропускаем и в следующую провязываем то же самое, то есть столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Раз, два, 3 воздушные петли между вот этими кластерами. Снова пропускаем петлю и в следующую провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и снова сюда же столбик с одним накидом. И так вяжем до конца ряда, пропуская одну петельку. Итак, довязываем до конца наш второй ряд. У нас должно получиться 8 вот таких вот кластеров. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между ними мы провязывали по 3 воздушные петли, 2, 3 и закрываем наш ряд. Просто соединительная петелька, делаем воздушную петлю и обрезаем нашу нить. Все, хвостики прячем с изнаночной стороны и далее переходим на красивый наш цвет сочный мандарин. Итак, теперь начинаем вязание третьего ряда. Взяли вот такой вот наш сочный яркий цвет. Опять же делаем первую петельку и накидываем на крючок.
Смотрите, берем любой наш кластер в любом месте и начинаем сюда провязывать наши розочки. Опять же, начиная со столбика с накидом. Провязали раз, провязали два. Первый столбик с одним накидом. Далее сюда же мы провязываем второй, третий, четвертый и пятый. Так, пятый и шестой, 6 всего. Вытянули эту петлю, заходим вот сюда, где была провязана первая петля, закрепляем нашу розочку и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и снова идем в следующий кластер. Вот эти 3 воздушные петли мы пропускаем. Мы опять сюда провязываем 6 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5 и 6. Заходим под первый столбик, закрепили и снова провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем в каждый кластер, то есть у нас должно получиться 8 таких розочек. Итак, мы довязываем последнюю 8-ю розочку. Как всегда, закрепляем ее. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. И закрепляем вот здесь вот, в этом месте, в начале первого столбика. Соединительной петлей, воздушная петля, и обрезаем нашу ниточку. Обрезали наш шнур. Да, все, хвостики спрятали с обратной стороны. Сейчас покажу. Нам останется связать с вами еще розочки. Вот так вот красиво сформировали. Нам останется связать с вами еще 2 ряда. Итак, 3 рядочка связаны. Да, далее мы берем снова светлую ниточку, делаем петельку и начинаем с любой розочки, мы идем вот сюда, вот прям в основании этой розочки и провязываем столбик без накида. Далее рядышком провязываем еще один столбик без накида, делаем накид и теперь уже прихватывая вот эту зеленую арку, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее до розочки делаем столбик без накида, внутри розочки и за розочкой. То есть вот таким вот образом провязываем 3 столбика без накида и захватывая 2 арки, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Таким образом мы чередуем, провязывая 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Все, вяжем до конца. Это 4-й наш ряд. Итак, довязываем 4-й ряд. Мы провязали в арочку 3 столбика с накидом, и когда мы начинали наш 4-й ряд, мы начинали с середины розочки, да, то есть нам осталось довязать еще 1 столбик без накида. Довязываем и соединительной петелькой закрываем ряд. Сделали соединительную петельку, переходим на 5-й ряд, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик без накида. 1, 2. Здесь уже мы будем с вами формировать уголочки. Сейчас покажу, как это делается. 3, 4. Провязали 4 столбика без накида. Далее 2 петельки пропускаем
И вот в эти арочки через одну, которые, ну не арочки, тут у нас вот 3 столбика без накида, под второй столбик, то есть пропуская 2 петли, мы провязываем 1, 2, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Все сюда же. 1, 2, 3. Снова мы 2 петли 1, 2 пропускаем и далее вяжем по прямой. 1, 2, 3, 4. Под каждую косичку вяжем. 5, 6, 7. Далее снова пропускаем 2 петельки, делаем накид, и снова вот эта петелька, которая 1, 2, 3 столбика без накида посерединке, где был второй столбик без накида, мы снова делаем уголок и провязываем 1, 2, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее снова пропуская 2 петельки, вяжем по прямой 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова пропуская 2 петельки, формируем какой-то у нас уже идет 3-й угол. Довяжите сами 3-й угол и 4-й, я вам покажу, как закрыть этот 5-й ряд. Итак, смотрите, мы провязали 4-й угол. Вот здесь мы начинали наш 5-й ряд, мы снова пропускаем 2 петельки, и по прямой нам осталось довязать 1, 2, 3 столбика без накида, потому что 4 у нас уже есть. Далее мы обрезаем ниточку, я показываю, как закрываю я, для того, чтобы у меня все края моего мотива были ровные, и для дальнейшего как бы красивого соединения этих мотивов. Вытягиваем ниточку, заходим вот сюда под эту петельку, формируем красивую косичку. Заходим с изнанки под перемычку и полупетлю. Все, смотрите. Тогда края вашего мотива будут одинаковыми и ровными. Еще у меня на канале есть мастер-класс, как красиво соединить мотивы между собой. Один вариант пока есть, но в дальнейшем я вам покажу еще и другие варианты соединения красиво мотивов. Все, с изнаночной стороны здесь либо вы просто хвостики прячете, либо можно вот опять же красиво связать, обрезать хвостики и воспользоваться зажигалочкой. Обрезаем. Все. Тогда наш мотив точно не распустится. Итак, смотрите, получается вот такой сочный, красивый 3D мотив крючком, потому что вот если его вот так вот брать, видите, розочки, они выделяются. Вот исполнен немножко в других цветовых гаммах, тоже очень красиво. А какой вам нравится, напишите в комментариях. Мне, если честно, вот этот яркий, эти яркие розочки. Поэтому, если вам полезен был мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот такого мотива, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!